А вот у меня бывалый скетчбук National Gallery из Англии. Сегодня чуть поближе к теме проектной графики, и меня зовут Эдуард Кичигин, и моя тема ландшафтная архитектура, проектирование, архитектура, урбанистика, всякие такие веселые вещи, и то, что их оформляет, это непосредственно тема скетчинга. Скетчинга, быстрого рисунка. И моя школа — это итальянская школа. Моя работа в Европе — это очень много времени и очень много участия в различных международных проектах. Вот из этого вышел мой тип графики, и я сейчас покажу, каким образом он работает. В скетчбуке в конце есть секретный листик, он про меня. Вкратце говорит, что я, кто я и почему говорю такие вещи, и на чем основывается, собственно, все, что я говорю. И вот разные пункты можно прочитать. А мы пока переместимся вот сюда, вот к этой графике. Что с ней интересно? В принципе, моя техника, она основана на работе пером и тушью, но вот именно эти рисунки, они сделаны линером. Это линер Winsor Newton. Обычно использую 0,8 мм или 1 мм. И вот я переношу технику работы пером и тушью, то, чему я научился, то, чему я учу, там даю вот эти вот курсы, рассказываю много-много-много, и переношу его на различные материалы, например, на линер, или на ручку, или на чайную ложку, или на мягкие материалы, там брусок какой-нибудь, типа вот соуса. И вот эта вот техника, чуть-чуть видоизменяясь, она работает в разных стилях. Для чего мне это нужно? Вот здесь это проектная графика, то есть я работаю над проектом. В данном случае это проект иконостаса, это вот большие формы, которые я должен вписать в определенное пространство. И пространство храма задавало мне тогда скорее больше размеры, чем саму стилистику. Стилистику выводил и выбирал я сам. И, соответственно, формировалась стилистика не только для этого храма, а для большой структуры, которая, возможно, могла бы вырасти в нечто большее, чем храм. Большую-большую-большую огромную систему. Соответственно, двигалось это все примерно плюс-минус в историю архитектуры классики. Сам храм был большой деревянный, но внутри иконостас, я думаю, что он мог быть классический иконостас. Так как храм находился недалеко от Петербурга, то перенесение этой стилистики, благородной петербургской стилистики, в тот контекст имело смысл, вполне себе имело смысл. И поэтому тут присутствует и арочная история, и разбиение на колонны, и соответствующее пропорциональное членение всей этой архитектурной структуры. И у меня были некоторые вводные, которые очень сильно корректировали мне процесс. Например, то понимание, что вот то, что я напроектирую, это будут делать очень такие работники, которые не супер профессиональные, с этим проблема. С этим была большая проблема. То есть там 70% людей, которые участвовали в этом строительстве, они, скорее всего, просто впервые это делали. Ну и это связано вот с особенностью работы и проектирования в том месте. Но это также и усложняло задачу, и заставляло искать такие вот паттерны, работающие решения, которые мало зависели бы от исполнителя. Поэтому я не мог пойти в своих решениях в любую сторону. Я должен был адаптировать их и постараться сделать так, чтобы что бы ни пришло в голову этим людям, которые это будут делать, чтобы они недалеко ушли от моей основной парадигмы. И, соответственно, если мы посмотрим вот на эту историю, то можем считать общий облик. То есть я думаю, каким образом я могу идти в эту историю? Я могу прикинуть основные элементы, взять, например, некоторые профили, которые, как мне кажется, будут работать, принести их сюда, посмотреть, как они сочетаются с общей структурой. И постараться внести это все в существующие размеры. Плюс-минус я туда-сюда могу, может быть, двигать эту историю. Я сделаю, например, такой подход, примерно прикину,
как это может работать, сделаю вот такой подход. Он чуть другой. Тут плюс одна колонна, и история с иконами, она более вытянутая. Я хотел понять, возможно ли это, но в итоге мы пришли вот к этой стилистике, вот к этому варианту. Но был еще и вот такой вот момент, прорабатывался. Вот это царские врата, соответственно, вот это наполнение резьбой. И посмотрите, как интересно работает скетчинг. То есть, если мы смотрим отсюда, кажется, что визуально богатое наполнение внутри вот этой структуры. Но если мы придем сюда вплотную, то увидим, как работает вот такой вот некоторые мельтешения с правильно положенными тенями. А работает оно очень хорошо. Создает интересную, богатую фактуру. И это одна из милых особенностей скетчинга, которые я очень люблю. То есть ты не обязан делать супер красиво, ты не обязан все прорабатывать, ты не обязан прорисовывать все, ты в конце концов не обязан проектировать вот эти вот мелочи, которые пока на данной стадии, на первичной стадии концептуального понимания проекта не имеют вообще никакого значения. Но дать импрессию о этих вещах ты как бы должен. И вот что тебе делать? А вот делать скетчинг. В моей картине мира и в моем стиле это выглядит вот таким образом. Ну и в целом это очень эффективно, потому что вот, например, вот здесь я смотрел и прорабатывал примерные соотношения между нижней частью иконостаса и верхним рядом икон. И проработывал вот эти вот дверные проемы, царские врата и диаконские врата. Сколько я могу себе позволить потратить на них место и сколько я могу себе позволить потратить место на вот эти вот фрагменты, столбы, там, где располагаются иконы. И все это между собой так завязано, так мило завязано, что это прям огонь. Если вы обратите внимание на графику, то графика очень небрежная. Как вот здесь создается впечатление при близком рассматривании такого полного хаоса, так вот здесь почти ни одной прямой линии. Все штрихи, все вот поиск формы. И даже рисование радиусов, оно неровное, оно рваное, фрагментарное. Может быть, единственные прямые линии это были вот такие вот короткие штрихи. А все остальное это не прямые линии. Это набор из фрагментов прямых линий, сведенные в единое целое. Вот это тоже один из элементов интересных такого типа скетчинга, который близок к проектному рисованию, ну, проектная графика, к черчению близок. И для него совершенно не важно, можете вы рисовать прямую линию или нет. Вот у меня создается впечатление, что все довольно так, ну, и эффектно, и технично, но я не строю это все на каком-то левеле бешеном уверенного приведения прямой линии. Вообще нет. Мне почему-то часто об этом говорят, и поэтому я думаю, проговорю это в видео. Нет, прямая линия, умение рисовать прямые линии, прям такие чертежные, чтобы рисовать в этой системе скетчинга, нет, не нужно. А вот научиться работать с акцентами, с интенсивными тенями, да, безусловно, нужно. Видите, если рассматривать это все, это выглядит как такой детский рисунок примитива. Но как бы и не так, и не так. И вот такую вот корячку, закорючку, столбик нарисовать может каждый. И в этом ничего сложного нету. Нужно только понимать, каким образом работает форма, и каким образом работают плоскости, и каким образом нужно приносить туда теневые соотношения. Вот такие утрированные, как у меня. И как любопытно это все работает в целом, потому что вот разворот моего скетчбука. Вот тут что-то рисовал на Нарвских воротах, но не очень получилось. Не очень получилось. Вот моя рука для масштабности понимания. Вот я закрою скетчбук. Закрою. Вот мы его видим так. А теперь разворачиваем. И вот наша картинка. Вот таким образом рождается эта такая проектная графика. Касательно подписей, я делаю такие выноски и стараюсь писать более-менее печатным шрифтом, для того, чтобы не только я мог разобрать мой почерк, но и другие. Потому что я показываю это и клиенту, и прорабу, и объясняю, что это рабочим, и все должны понимать, что я написал. Даже если я, например, отошел и лежит мой скетчбук, люди могут к нему подойти и увидеть то, что я
имею в виду по проекту. И это все как ассорти, как симпатичные ассорти из больших красивых штук. Перед этими идеями иконостаса были вот такие, ну, или потом, в общем, ладно. Вот эти вот истории иконостаса, это ближе к финальной истории, то, что получилось. Я уходил от такой сложной структуры, я потом ее отдельно проговорю, начинал делать декомпозицию и упрощать ее. И вот это вот первые прикидки по упрощению. Здесь я стараюсь совместить и желание создать впечатление архитектуры классики, но нет. Здесь перебивает эту историю желание сделать некое цитирование того, что было в кижах, в церквях, и то, что является элементом утраченного культурного наследия, и то, что собирались цитировать или возрождать. Там была большая сложная история и сложная структура. И ряд факторов я пытаюсь сочетать вот в этих прикидках иконостаса. Вот это первое движение. Это должно было быть для храмов Кабралова. Это первое движение. Вот чуть развитие вот этой истории, где уже упорядочивается эта структура. Тут я начинаю работать со сложной структурой храма. Там на самом деле очень круто и интересно решено с бревнами. Очень любопытно. В общем, я постоянно борюсь и получаю силу, и выкручиваюсь во время проектной истории, и заряжаюсь от различных вводных, которые и между собой и могут коррелировать, и могут конфликтовать. И я своим проектным решением должен сделать что-то, что выращивает новые ценности из этого комплекса взаимокомплементарных конфликтующих вводных. Это безумно интересно, я это очень люблю. Невероятно. Это так заряжает мозги. И вот множественные факторы этих вводных, которые проявляются, ну, и в проектных задачах, и в исполнителях, и в материалах, и в бюджете, и в культурном контексте, и в стратегии развития вот этой всей истории, которую я проектирую. Оно рождает такой комплекс эндорфинов и дофамина здесь, что я просто балдею. Вот. Ну и задачи, ну и, вернее, варианты, они, получаются, такие вариативные. То есть мне много направлений, куда идти, и мне нужно выбрать максимально соответствующие целому ряду параметров. Так вот, возвращаясь сюда, это такой микрорисунок. Вот моя рука, вот фрагмент этого рисунка, сам рисунок. Здесь большая разбредовка с размерами. К чему они относятся? Это, по-моему, по тому, что может дать нам пространство храма в размерах, если я ничего не путаю. Это вид сверху, я ищу форму для того, чтобы вырастить большую структуру храма. И в некоторых видео, например, я уже показывал то, что получилось. Вот, соответственно, масштабно с рукой вот этот набросок. Вот это формат А4, вот такой фрагмент. Такой микрофрагмент. Тут я начал понимать, что мне нужно. Перешел сюда и начал рисовать вот эту вот структуру. Соответственно, с масштабности человеку. А потом пришел вот к такой структуре. И на ней остановился, и дальше начал делать 3D-модель и рендер. И покажу, как перекликается вот такой ручной скетч. Вот она, ручная подача. И модель, в которой будут образмериваться все эти элементы, это работа в SketchUp. Вот таким образом я представляю, например, модель на условной проработке концептуальной. Вот здесь пока все забито абстрактной резьбой, но понятно все с размерами, с основными размерами, но не очень сильно продетализировано. Ну, уже можно и говорить с прорабом, и можно прикидывать материалы, и можно получить все точные замеры, размеры и всю вот эту вот историю. Но вот эта визуализация, по которой тоже очень неплохо можно сориентироваться, к чему мы двигаемся, и договориться. Обычно я сопровождаю вот такие вот ролики музыкой. Ну вот сейчас я музыку включать не буду, чтобы
на меня не обиделись соцсети, в частности YouTube, который говорит, это может быть музыка такая, типа авторские права и все такое. Поэтому я буду показывать только картинку, но музыка дает тоже очень много экспрессии, импрессии. Когда хорошо подбираешь музыку к визуальному ряду, то впечатление сразу же становится сильным, прям сильным. В общем, вот в таком виде у меня, например, работает скетчинг в моей картине мира и в моем способе проектирования. Это на примере микрофрагмента большой структуры, который я проектировал и выращивал прошлым летом. Вот. Это маленький из нее фрагмент. Соответственно, я сделаю такой цикл видео, в котором буду проговаривать, каким образом работает практически скетчинг в жизни, в работе ландшафтного архитектора, проектировщика, архитектора, урбаниста. Все такие истории, вы помните, там список у меня в начале видео. Каким образом он работает и почему он у меня идет там в голове угла. Почему я не начинаю сразу с 3D модели проектировать. Это же оптимальней. Нет. Нет. Я в материале по уши и очень много лет, и по всему, по Европе очень много поработал, видел очень разные. И вот такая система рулит. И преподаю это сейчас в лесотехническом университете имени Кирова. Преподаю ландшафтное проектирование. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите научиться такой графике, то ссылка в шапке профиля или под видео. Ссылка на мой платный сервис Boosty. Тарифы в месяц или 200, или 400 рублей. Лучше берите 400. Там полная инфа. 200, ну так, не все, не все. В общем, вот. И научиться этому несложно. Нужно просто вот приложить усилия. А дорожку я уже проложил и показываю, как она работает. Постоянно показываю. И как быстро, просто хорошо, вау-вау, перебрать вариантов, чтобы прям не жалко было этих всех красивостей. А просто не подошло новое, не подошло новое. И вот так. Как прекрасная жизнь проектирования. Всем чао-чао. Меня зовут Эдвард Кичугин. Пока.